Всем привет, коллеги! Я приветствую вас вновь в своем мире профессиональной красоты волос. Сегодняшняя тема гелевый кератин. Сегодня, друзья, я сэкономлю вам огромную кучу денег. Как вы знаете, на рынке существует несколько видов кератина. Это обычный прозрачный, тугоплавкий, либо мягкоплавкий кератин. Бывает кератин пигментированный, чаще всего он в двух оттенках, коричневый и черный. Сейчас еще появился какой-то молочный. И гелевый кератин. И гелевый кератин достаточно востребован в последнее время. Одна неприятная деталь, что стоимость этого кератина чаще всего в 2 раза выше, чем стоимость прозрачного. И не всегда есть подходящие оттенки. Иногда приходит клиент, когда нужен какой-то специфический цвет, да, вот здесь у меня оранжево-красный, либо холодный, теплый серый, либо коричневый. Друзья, я открою вам тайну. Надеюсь, поставщики и продавцы гелевого кератина не закидают меня камнями и тапками. Итак, друзья, гелевый кератин – это обычный крашеный тугоплавкий либо мягкоплавкий прозрачный кератин, просто крашеный. И сегодня мы с вами будем красить кератин в нужный нам оттенок. Я расскажу и покажу вам, как определить заранее тот или иной цвет, который у вас получится, как его подобрать и правильно покрасить. Погнали, ребята! Для того, чтобы узнать, какой цвет кератина получится, нам нужен нехитрый набор. Я возьму, красить мы будем, кстати, да, обычной краской. Это перманентный краситель, вот 2 оттенка Illumina я взяла и 1 Paul Mitchell. Я в основном крашу достаточно темными оттенками, не выше 6 уровня, и чтобы определить, какое направление цвета будет, мы для начала проведем эксперимент. Сразу хочу, друзья, сказать, кто напишет хоть слово про мой сломанный ноготь, отправится сразу в бан, потому что вместо того, чтобы отремонтировать свой ноготь, я снимаю для вас видео. И, значит, нам нужна краска, нам нужен порошок и обычная бумажная салфетка, бумажное полотенце. Что мы делаем? Нам нужно понять, какой пигмент содержится внутри красителя. Вот у нас тут уже Paul Mitchell. Вот так уберем то, что окислилось, и возьмем то, что не окислилось. Буквально каплюшечку, прям маленькую каплюшечку. Это у нас оттенок 2NN. Дальше 581. Совсем чуть-чуть. И 6,16. Вы этот эксперимент, возможно, видели и неоднократно, но я все-таки поделюсь. Дальше обычной кисточкой берем немножко порошка, чуть-чуть совсем, и наносим на краску. И начинает, смотрите, друзья, проявляться пигмент, который как раз и будет в основном цвете кератина после окрашивания. Что-то я испачкала ее. Я уже знала, что так будет, поэтому... Порошка здесь. Это у нас 5,81. И чистой стороной у нас 6,16.
эксперимент готов, и вы можете увидеть, что в 2N такой достаточно нейтральный оттенок получается. Он примерно такой и будет в кератине. 5,81. Он такой коричневый-красный, немножко достаточно теплый оттенок. И 6,16. Фиолетово-красный, в принципе, холодное направление. И такой же он будет в кератине. Понятно, что он не будет такой плотный, особенно после того, как вы уже кератин расплавите. Гелевый кератин достаточно прозрачный. Но вот мне нравятся оттенки на втором уровне. Они очень хорошо ложатся на темно-русые оттенки до 7-го, до 6-го уровня. Вот. Двоечка на 6-7 уровень очень хорошо наращивается. 5 и 6. Итак, вы можете проверить любой краситель, но вы узнаете только направление, не глубину тона. Глубину тона, конечно, вы можете узнать уже по уровню глубины тона. Ну, я не знаю, кто-то парикмахер, кто-то разбирается в колористике, кто-то нет, поэтому я все-таки это проговариваю. Понятно, что это элементарные базовые вещи, но тем не менее. Все, эксперимент закончили. Дальше мы уже начинаем красить. Друзья, чтобы показать вам результат, я вообще изначально планировала покрасить, сделать только один цвет, но решила, раз уж мы начали, я проведу эксперимент именно с этими оттенками, которые мы тестировали. И потом можем сравнить, что получилось. 2N. Давайте возьмем. Грамм 10. 10 грамм 2N. И также 10 грамм в пропорции 1 к 1. Так, это у нас Пол Митчелл был, да? Значит, мы окислитель берем Пол Митчелл, хотя в принципе большой разницы нет. Вот у меня тоже 6% Пол Митчелл. Делаем тоже 10 грамм. Все. 10 грамм. Ничего особенного, просто перемешиваем. Все как обычно при обычном окрашивании. Краска готова. Тут для чего-то пригодится инструкция в краске. Так, и теперь мы добавляем обычный прозрачный кератин, у меня тугоплавкий. Ну, я думаю, что нам тут грамм 20 будет нормально. Для хорошего человека не жалко. Также перемешиваю. Можно и чуть больше даже добавлять. Самое главное, чтобы краски было достаточно, чтобы весь кератин утопал в краске. И следующий важный момент. Все это дело прячем в обычный пакетик. Все, друзья, вуаля! 24 часа. И дальше показываю, что будет. Ну и также я сейчас сделаю два других оттенка. Вот оранжевый у нас будет 5,81 и фиолетовый будет у нас 6,16. Ну что ж, коллеги, я все сделала. И вот видите, здесь уже реакция пошла в Пол Митчелл. Уже начинает проявляться пигмент. Это у нас 5,81 и 6,16. Только замешала. Все под пакетик на 24 часа. И потом я покажу, что делаем дальше.
Ну что ж, коллеги, прошло 24 часа, я помыла кератин от краски, он пока мокрый. Делаю я это обычно через ситечко, обычная кухонная ситечка, промываю, и вы можете посмотреть на результат. Здесь у нас оттенок 2.0, как вы помните, именно такой цвет у нас был при тестировании красителя Paul Mitchell, и абсолютно идентичный пигмент. Абсолютно идентичный пигмент получился из цвета 616. Он очень прозрачный, он хорошо подойдет клиентам, у кого Total Blonde и холодный серый оттенок при этом тонируется. И также у нас вот оттенок 581. 581, поближе покажу. Смотрите, как раз такой он фиолетово-красный, немножко серый. Фиолетово-серый, красно-серый, кто что видит, но видно, что пигмент тоже абсолютно идентичен. И вот тоже можете посмотреть плотность на 5 уровне, но плюс учитывать надо, что Illumina это достаточно не пигментированный краситель, то есть достаточно прозрачный. Поэтому тестируйте, друзья. А сейчас я отправляю этот кератин на тоже где-то 12 часов сохнуть. Обычно я делаю это либо на кухонном полотенце бумажном, либо на обычной пеленке, детской или там вот, которая для животных используется, обычная пеленка. Ну что ж, коллеги, я надеюсь, это видео было для вас очень полезным. Нет, я не надеюсь, я знаю, что оно безусловно было полезным. Вы научились красить кератин, раскрыли тайну гелевого кератина наконец-то для себя. И я буду очень признательна, друзья, если вы подпишетесь на канал, поставите лайк этому видео и напишите комментарий. Может быть, слова благодарности или может быть у вас что-то не получилось или что-то пошло не так. Задавайте вопросы, отвечу я, либо другие коллеги, и вы мне очень поможете в продвижении этого канала, чтобы я могла находить больше времени для того, чтобы снимать новые уроки и помогать вам экономить на закупке кератина, волос и многие другие лайфхаки, которые увеличат вашу зарплату и добавят к ней 0 с конца. До встречи, друзья!